Друзья, приветствую вас на канале Разводник как хобби. Сегодня решил отнерестить Данио Глафиш. Вот у меня есть такая стайка, в основном зеленые, красные такие, темно-красные, синие попадаются. Но синие это у меня с проброса, с одного из нерестов. И сейчас мы этих Данюшек отсадим на нерест. Садим их пока еще на старой нашей разводне. Вот такие нерестовички я подготовил. Сейчас мы зальем в них воду. Воду заливаю, как правило, ну, не как правило, а всегда заливаю с водопровода, обычную, даже не отстаиваю ее. И на дно ложим сеточку, ставим субстракт и садим производителей. Обычно беру одну самочку и два самца. Ну вот, нерестовички подготовлены, субстракт стоит, обогреватели поставлены. Все включено, водички здесь примерно сантиметров, ну сколько... 12 сантиметров, грубо говоря. И это 3 нерестовика, и вот еще один здесь поставил. Вот. Сейчас ловим производителей и будем садить. Сначала самочек. Ну вот, производители, смотрите, какие красивые. Самочки такие полненькие есть. Я, правда, их давно не нерестил, где-то, наверное, недели 3 уже прошло. Ну, сейчас их отсадим, и я вам потом, когда уже всех отсажу, покажу, что у нас получилось. Что у нас получилось? Значит, здесь у нас красная самочка, зеленый самец и красный самец. Здесь у нас самочка такая красно-бордовая такая, самец зеленый и красный. Здесь у нас самочка зеленая вуалевая, самец зеленый вуалевый и красный бордовый. И вот здесь еще я отсадил, здесь я посадил 3 самца. То есть самочка получается зеленая, а самцы 2 красных, ярко-красных, красивые самцы. И зеленый один. Завтра посмотрим, будет нерест или не будет. Для вас прошла секунда, но уже 12 часов следующего дня. Итак, смотрим результаты нереста. Первая пара, где самочка красная, зеленый и красный самец. Ну, икра есть, но ее тоже совсем мало. Здесь, в этом нерестовичке, то же самое, икра есть, здесь немножко ее больше. В этом нерестовике можно видеть там вдалеке то же самое есть икринка. И вот 4-й нерестовик, в котором было 3 самца, 1 самочка. То же самое, видно, нерест прошел, есть икра. Сейчас я производителей убираю. Если будет необходимость у самочек, сцежу немного икры. И всю икру перелью в один аквариум. И поставим ее на инкубацию. Ну вот еще хотел показать вам результат нереста, когда убрал я производителей. Первый вот такой нерест, икринок 30, не более. Во втором чуть поболее. В третьем хорошо отметалась зеленая самка. Ну и здесь у нас, что у нас здесь? Здесь тоже маленькая самочка. Ну икры достаточно так много. Я вообще удивился, что так много. Все, пересыпаю их в один аквариум. Ну вот икра у нас сосредоточена в одном нерестовике. Ну так ее так нормально. На взгляд там, я думаю, штук 300-400 есть. Да. Вот. Сейчас добавляю метиленовый синий и оставляем ее инкубироваться. Потому что личинка Данио проклевывается примерно на 3-е сутки. Она практически вся уже сформирована в икринке. Уже даже когда она выклевывается, у нее даже уже глазки есть. Ну, то есть она не так, как тернеция. Тернеция чуть по-другому. 3 дня она будет здесь инкубироваться. Температура 27 градусов. Я думаю, все будет нормально. Вот вечер этого дня нерестового. Решил заглянуть к икре. Ну так, на первый взгляд, таких пропавших, ну может 1,5-2 максимум. В основном икринка вся прозрачная, видно зародыш в серединке. Метиленовый синий залитый. И чтобы не терять время, опять я производителей вот отобрал. Ну те, которые еще не нерестились, да. И сейчас их то же самое отсажу в нерестовички. Попробуем еще с них получить икру.
Вот нерестовики на своем месте, та же самая технология. Вода из-под крана, сеточка, субстракт поставил. Мне кажется, что когда есть какая-то такие преграды для того, чтобы самочка меньше убегала от самцов, больше икры получается. Все, сейчас отсаживаем производителей. Ну вот, рыбки уже на месте, привыкают друг к другу. Отсадил я самочка и по два самца разного цвета. Вот здесь. И все. Завтра, ближе к обеду, посмотрим, какой результат этого нереста. Ну, одна там самочка такая туговатая сильно. Не знаю, вот в среднем зелененькая. Но я думаю, что самцы должны справиться. 12 часов следующего дня. Вот мы можем наблюдать, самочки заметно похудели. И вот в первого трио, да, есть икра на дне. Смотрим второе трио. Так. То же самое можно видеть, нерест был. Ну и здесь. Здесь то же самое, нерест есть. Сейчас я производителей отсаживаю, икру так же само сливаю в один нерестовичок, ставим ее на инкубацию. Я вам это все покажу. Так, производ я осадил, смотрите, сколько икры получилось. И сегодня мы на этом втором нересте проведем эксперимент. Я вот слил практически всю воду. Сейчас резкость подведу, да. Вот ее получается, осталось тут 3 сантиметра. Сейчас я вот так вот долью обычной водопроводной воды сюда и заброшу синьку. И мы посмотрим, что изменится из того, как будет появляться личинка и как дальше будет развиваться малек. Так вот, смотрите, залил я воду. Практически было где-то 2 сантиметра, 3. Я вот долил. Залил обычную водопроводную воду. Ну, понятно, что она тепленькая, ну, не холодная. Сейчас она осядет. Вон икринки там крутятся, еще вертятся. Сейчас я кину туда синьки и поставлю на инкубацию. Все, завтра вечером, давайте через сутки, завтра вечером посмотрим, что с этой икрой, как она развивается. Икры, конечно, раза в 3 больше, чем в первом нересте. Синьки залил, так нормально. Вода реально синяя. Все, инкубируем икру дальше. Итак, друзья, смотрите, вот у нас 2 нерестовичка. Вот это вот, когда у нас был первый нерест икра. Вот это, когда был второй нерест икра. То есть вот этой икре уже, вот этой второй икре это 36 часов с момента нереста. А здесь получается еще на сутки больше. То есть 36 и 24, 60 часов с момента нереста. То есть почти двое с половиной суток. Здесь 1,5 суток, здесь 2,5. Давайте посмотрим, что мы здесь увидим. Ну вот смотрите, здесь если присмотреться, видно, как в икринке двигается личинка. Вот так присмотреться, если, то там дернется. И хорошо это видно. Сейчас посмотрим. Ну, здесь получается как бы еще 12 часов и должна вылупиться уже личинка. Но мы это посмотрим. Сейчас посмотрим во втором нерестовичке. Сейчас я лучше подойду, сделаю фокус. Поднес лампу, чтобы лучше было видно. Вот во втором нерестовичке. То же самое, если присмотреться, в некоторых икринках уже тоже начинается движение. То есть начинает уже личинка оживать. То есть она была просто зародышем, а сейчас уже она начинает тоже какие-то движения происходить. Сейчас, секундочку. Вот то же самое, смотрите. Если присмотреться, будет видно, что движение уже есть. Ну все, смотрим еще через сутки. Завтра вечером посмотрим. Друзья, кстати, еще хотел вам сказать, что у Дани вот такой мелкий малечек.
что я кормлю его первоначально инфузорией. Вот у меня 2 банки есть. Значит, это буквально я залил, значит, взял воду с аквариума, сюда налил грамм, наверное, 100. Есть у меня аулофорус червь. И там в нем вот эта вода, в которой он там на мочалке сидит, в ней немерено там инфузория. Я сюда копнул, бросил сюда банановую кожуру. И тут уже этой инфузорией немерено. Она уже прямо там кишит. То есть за 3 дня ее там развелось много. И будем кормить потом малечка. Тут у меня тоже в аквариуме вот рыбки красивые. Барбусы такие большие. Но им уже по 3,5 года. Но это я отвлекся. Все, до завтрашнего вечера. Итак, друзья, вот первый нерестовичок. 3 суток с момента нереста. Уже вон видно по центру примерно личиночка есть, выклюнулась. И оживление такое есть, идет в икре. То есть все больше и больше шевелений. Я думаю, что к вечеру уже вся личинка будет проклюнутая. Вон, видите, там еще одна плавает. Ну, то есть начинается выклев. И он почему-то неравномерный. Ну вот, соответственно, другой нерестовик, икра, 2 суток с момента нереста. То же самое, оживление в икринках есть. В серединке идет развитие личинки, в середине икры. Ну все, посмотрим еще вечером. Для вас секунда. Ну, прошли еще сутки с момента последней нашей съемки. И вот 4 суток с момента нереста. Как можно видеть, личинка есть уже выклюнувшаяся, то есть просто лежит свободно, там двигается на дне. А есть даже та, которая, вот, например, смотрите, еще она находится в самой икринке. И даже видно, что в икринке уже такие черные точечки, уже глаза у личинки есть. Но она еще не выклюнулась. То есть выклев идет неравномерно. Вот обратите внимание на икринках, там он есть. Вон двигаются прямо, видно, эмбриончики, но они уже с глазами, все, но они еще там, они все выклюнутся и будет полноценная личиночка. Сейчас посмотрим во второй нерестовичок, там где у нас на сутки позже был нерест. Вот второй нерестовик, 3 суток с момента нереста. Но здесь больше красненькой икринки, поэтому она не очень так ее заметна. Ну, камера не очень сильно четко передает. Зеленую-то заметно, а красную не очень. Но там тоже эмбриончики все развиваются, тоже у них уже появляются глаза. Ну вот, 4,5 суток с момента нереста. Сейчас вечер, 10 часов вечера. Ну, считаем полсуток и там 4 дня. 4,5 суток прошло. Личинка выклевывается благополучно. Ну, я вот подумал так, что у меня когда-то было так, что я нерестил. И потом даже с метиленовым синим вода, ну, пропала и личинка начала пропадать. Так я решил сегодня вечером подменить водички. Ну, половину сейчас солью. Сколько здесь примерно, вот так, 15 сантиметров. Половину солью. Долью просто свежей обычной водопроводной. И во втором нерестовичке так же самое. Тут 3,5 суток сейчас личинки. Она там тоже потихоньку, некоторая уже выклюнулась. Некоторая еще сидит в икринке. Ну, подменю. Я думаю, будет нормально. Хуже не будет, по крайней мере. И опять же пару капель метиленки туда кину. Свеженькой, чтобы вода не пропадала. Видите, там личинки, они там маневрируют туда-сюда, туда-сюда. Ну вот так водички мы слили. Все, сейчас зальем. Вот так воды долил. Наверное, сантиметров 18, чуть больше залил. И сюда тоже. Здесь прямо видно уже много там личинки. Она там уже и бегает, и прыгает, кувыркается. Ну, здесь поменьше, конечно. Сейчас мы отсюда вот так. Нет, сюда неплохо. Здесь, конечно, поменьше, но видно, что она сидит, ну, в икринке уже прямо целый эмбриончик такой, с глазами даже, ну и шевелится, соответственно. Ну все, завтра посмотрим, что будет.
Метиленки сейчас добавлю. Так, ну вот, друзья, утро, 5-е сутки прошли, 5 суток прошло с момента нереста. Вот смотрите, личиночка уже висит на стекле. Ну, некоторая просто тут лежит внизу на дне, начинает уже, пытается плавать. Но я думаю, завтра они уже начнут с утра плавать, и мы их начнем кормить. Ну, во втором нерестовике то же самое. Личинка уже проклюнулась, но основная масса еще сидит в икринке, еще как бы не полностью выклюнулась. Некоторая даже пытается уже там изображать плавательные движения. Ну, еще не столько, сколько в первом аквариуме. Некоторая вот просто уже лежит, выклюнулась, а некоторая еще в икринке находится. Ну, подождем еще до завтра. Сутки пускай пройдут. Посмотрим, какие будут изменения. Прошла для вас, друзья, 1 секунда. Еще прошло 2 суток. Сегодня ровно 7 суток, как был нерест. Вот именно в данный момент. 10 часов утра. Вот. И как мы можем видеть, малек в первом нерестовике уже начал плавать. Уже он есть вот под дальней стеночкой, там возле обогревателя. Ну, видно, вверху он плавает. Он начал плавать вчера еще вечером. Я вчера уже немножко покормил его инфузорией. Ну, потому, чтобы не был он голодный, тот, кто начал плавать. Но сегодня их достаточно уже много. Видите, плавает. Но есть еще некоторые, что и сидят на дне. Вот на дне вот тут вот есть, вот можете видеть, личинки еще не плавают. Там есть некоторые еще прикреплены на стекле, висят, ну уже начинают плавать. И вот сейчас я набрал инфузории в шприц, и сейчас мы их покормим. То же самое, чтобы они не были голодными. Ну а во втором нерестовичке все, пускай кушают. Во втором нерестовичке пока движения еще нет. Личиночка еще на дне пока лежит. Некоторые на стеклах висят. Но я думаю, что завтра, сегодня к вечеру, завтра утром они уже начнут плавать. Ну все, давайте еще подождем завтрашний день. Снимем этот нерестовик. Итак, наконец наступили долгожданный 8-й день от момента нереста. Как вы видите, в первом нерестовике малечек достаточно уверенно плавает, он уже хорошо кушает. Ну вот можно видеть, он уже находится и в толще воды, плавает, и на поверхности есть. Ну, по всему аквариуму разбрелся. Еще 2-3 дня можно давать инфузорию. Ну, может он уже будет брать и артемию, которая только вылупилась. Ну, я кормлю их 4 дня инфузорией, и потом уже на 5-6 день можно смело давать только что выклюнувшуюся артемию. Он его хорошо берет, кушает и очень быстро растет. Во втором нерестовичке то же самое. Малек уже начал плавать. Вот, то же самое, он покормленный. Ну, я думаю, завтра уже он весь поплывет во втором нерестовике. Вот таким нехитрым образом, друзья, я развожу Dania GloFish. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся обязательно на канал, комментируем, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные видео. Все, пока, до встречи на канале Разводня как хобби.